Всем здравствуйте! Скоро лето, и нам хочется связать что-нибудь легкое, дышащее. Пряжи очень много, выбор, конечно, очень большой. В этом видео я хочу поделиться информацией, которая связана с хлопком. Покажу, какие виды пряжи у меня есть с хлопком и какие изделия были связаны или вяжутся с этой пряжей. Хлопковая пряжа, хочу отметить, хорошо пропускает воздух. Она очень нежная на ощупь, не требует особого ухода, и практически любой хлопок можно стирать в машинке. Изделия из нее служат долго и подходят как для взрослых, так и для малышей. На столе у меня лежит пряжа, которая в составе имеет стопроцентный хлопок, есть мерсеризованный хлопок. Кроме того, есть хлопок с акрилом. Есть даже вот такая вот интересная ниточка носочная. Тоже это смесовая пряжа. Так, и есть даже ленточная. Ленточная вот эта вот лента у меня. Так, я, скажем так, остановлюсь на каждом виде этой пряжи, поэтому если кому-то будет интересно, всем приятного просмотра. Начинаем из того, что я это все поубираю. Так, и смотрите, я сначала уберу все это, потом покажу, что я связала из разного состава пряжи. Первые два изделия это у меня связаны из мерсеризованного хлопка. Первое это у меня летний топ. У меня на канале есть даже полный мастер-класс по вязанию вот этого летнего топа. Такие вот вертикальные полосы, они странят фигуру и смотрится, конечно, очень замечательно. Поэтому, если кого-то заинтересует, можете смело вязать по этому мастер-классу. Я там все подробно рассказываю, показываю. Здесь у нас шов петля в петлю, тоже все это есть на канале у меня. Так, это пехорка блестящая. Вот она с люрексом. Немножко он как бы проявляется на камеру. А так, конечно, она блестит намного лучше и красивее смотрится. Так, и второе изделие, это у меня кокетка. Вот эта вот кокетка. Она связана, большая часть, из мерсеризованного хлопка. Единственное, хочу показать то, что у меня немножко не хватило внизу, поэтому я применила обычный хлопок. И вот видите, какая разница. То есть обычный хлопок, он тянется намного, чем мерсеризованный. Мерсеризованный больше держит, видите, полотно. Ну, для, скажем, такого домашнего каждодневного выхода меня вполне устраивает. Так, что касается мерсеризованного хлопка, я вам расскажу то, что, если кто-то не знает, это вообще он называется потому, что есть такой процесс мерсеризации. При помощи каустической соды обрабатывается хлопок. Вот, и в результате получается ниточка прочная, шелковистая. Видите, она похожа такая вот на шелк, гладкая, мягкая и упругая. То есть внешне даже напоминает как бы шелк или такие вот шелковые волокна. Стирать такие изделия нужно не выше, чем 40 градусов. И желательно не отжимать даже машинки. Ну и кроме того, конечно, не применять такие агрессивные средства стирки. То есть отбеливать ни в коем случае нельзя. Какие плюсы и минусы вот этого мерсеризованного хлопка? Из плюсов: долговечность и стойкость окрашивания. То есть этот цвет у нас не потеряется. Равномерное окрашивание. Видите, все ниточки, как бы мы ни вязали, смотрели, навсегда они будут одинаково окрашены. Прочная, как я уже сказала, шелковистый блеск. Так, благодаря этому, видите, получается очень похож на шелковые такие изделия. Так, и, конечно, яркий насыщенный цвет. Даже вот на камеру он очень хорошо передается. Влага впитывается гораздо лучше. То есть очень повышена такая гигроскопичность, характерна для этого мерсеризованного хлопка. Кроме того, огромный плюс то, что этот хлопок мерсеризованный, он не скатывается. То есть нет у нас катышков никаких абсолютно. В этом процессе мерсеризации убираются все лишнее, скажем так. Вот, поэтому никаких катышков уже не будет вообще, сколько бы мы его ни стирали. Так, и, конечно, как я уже сказала, это изделие из мерсеризованного хлопка, вот видите, и одно, и второе, оно у меня
скажем так, не деформируется, не усаживается и не мнется. То есть как бы мы его ни раскладывали, немножко, если оно долго лежит, разложить, и все, и оно само выпрямляется. То есть это большой плюс, конечно. Не линяет и не вытягивается. Так, что касается минусов, вы знаете, из минусов, скажем так, блеск. Так, вот некоторые, я думаю, что не очень, скажем, нравится вот этот блеск. То есть считают, что он немножко дешевит. Хотя, вы знаете, как кому. Вот, поэтому на любителя. Так, и низкая степень эластичности. Данная пряжа вытянута до предела, то есть в буквальном смысле. Никакой эластичности тут речи не идет. Резинку она держать не будет. Вот как бы мы ни старались, вот связали, да, она не будет держать резинку. Это мы должны иметь в виду. Вот так. И, конечно, долго сохнет. Пряжа хорошо впитывает влагу, и она не отдает ее. То есть очень долго сохнет такое вязаное изделие. Так, и на мой взгляд, вы знаете, я вот вязала одно и второе изделие без швов. Потому что я так думаю, ну, мне кажется, что оно не очень будет смотреться. Вот эти вот швы, скажем, нужно будет очень аккуратно их сшивать. Ну, я не говорю про шов петля в петлю. Так, на данный момент я вот сейчас покажу. Я сейчас вяжу из мерсеризованного хлопка. Это бобинная пряжа, 1500 метров в 100 граммах. И я вяжу в 5 сложений. То есть у меня получается 300 метров в 100 граммах. Вот такая вот ниточка. И, конечно, нужно отметить то, что лучше спицы брать с острым концом. Так, это у меня будет реглан, скажем, обычный. Такие вот ажурные полосы. Немножко готовлю постепенно мастер-класс. Так. И вы знаете, вот так он, видите, смотрится красиво. Особенно в ажуре. И на изнаночной стороне то же самое. То есть, в принципе, он очень хорошо подходит для летних вещей. Для топов разных, маечек, скажем так. Ну и, конечно, кофточек тоже можно смело вязать. Есть еще специальный детский хлопок. Смотрите, вот у меня этикетка, пехорка, детский хлопок. Малиновый мусс у меня цвет такой вот. Так, идет у нас 330 метров на 100 грамм. Тоже мерсеризованный хлопок. Но смотрите, этот цвет, эта ниточка, точнее, она у нас не такая шелковистая. Не такая шелковистая, как вот в данном случае те, которые вот эти вот два первые изделия, да. То есть если сравнить, видите, мерсеризации бывают тоже разные. Поэтому вот для детских вещей она действительно очень-очень мягкая. Хотя тоже это мерсеризованный хлопок. У меня была связана маечка, я ее потом распустила. Вот поэтому для детских изделий это очень хороша. Действительно, если кто-то еще не вязал, попробуйте, не пожалеете. Особенно именно для детских вещей очень хороша эта ниточка. Так, дальше идет обычный хлопок. Смотрите, вот обычный хлопок. Это у меня такая вот летняя маечка связана, павлиний хвост. Поближе. Так он смотрится. Это у нас пряжа. Вот такая вот Alize Bella Batik. 100% хлопок. 50 грамм. 180 метров. Связано в одну ниточку. Тоже смотрите, как красиво смотрится. Так, это обычный хлопок. Так, кроме того, вот эта вот кофточка с таким вот ажурным узором связана. У меня на канале есть тоже отдельный мастер-класс по вязанию вот этой кофточки. Если кого-то заинтересует, можете перейти по ссылочке посмотреть. Я там все подробно также показала и рассказала, как связать такую кофту вот таким вот узором. Так, что касается этой пряжи, это у меня пряжа Газал Organic Baby Cotton. 50 грамм, 115 метров. Пряжа очень мягкая, вы знаете. Она действительно такая
приятная на ощупь. Стирала тоже я в машинке стиральной. Вы знаете, мне она очень тоже нравится. Дальше идет у меня маечка вот такая вот желтая. Размер небольшой. У меня есть подробное описание по вязанию вот такой маечки на канале. Так, связана эта маечка просто. Узор тоже вот такой вот сеточкой неприхотливый. 100% хлопок. Смотрите, как красиво смотрится даже обычный хлопок в этом. Это была бобинная пряжа. Вы знаете, вот видите, я про которую ниточку вам и говорила, что если где-то вытянется эта ниточка, то она как бы будет все-таки вот видна. Поэтому нужно аккуратно вязать, если это бобинный хлопок. Так, что касается бобинного такого хлопка, вообще простого, конечно, он бывает разный. Разного, скажем, метража. Вот, поэтому простой хлопок тоже довольно-таки интересный. Что он вытягивается, как я вам уже говорила. И, конечно, более мягче, чем другой хлопок. Вот совсем другая ниточка, очень мягкая по сравнению с вот этим мерсеризованным. Поэтому я говорю, что мерсеризованный хлопок тоже на любителя. Так, забыла вам показать еще вот из Alize Bella Batik связана вот такая вот сумочка. Но она связана крючком. Это у меня вязала дочка. Я крючком не вяжу. Это Alize Bella Batik. Вот это вот ниточка. И вот такая вот сумочка. Летняя сумочка. Очень такая симпатично смотрится. Так, следующее изделие у меня связано из хлопка и полиакрила. Это свитер платочной вязкой. На канале у меня есть полный мастер-класс по вязанию этого свитера. Можете сейчас перейти по ссылочке. Так, и в составе у нас идет полиакрил и хлопок. Это вот такая вот ниточка. Вот что все, что осталось у меня от бобинки. Платочная вязка, есть много пряжи. Вот. И смотрите, этот состав смесовый, он очень хорош. Именно чем? С одной стороны, получается, что пряжа обладает такими вот лучшими качествами чистого хлопка, при этом лишена многих минусов хлопка за счет добавления акрила. То есть чем хороши изделия? Изделие легче, чем 100% хлопок. То есть если бы я вязала из 100% хлопка, то изделие было бы еще тяжелее. Вот. И, конечно, они воздухопроницаемые. Устойчивы к усадке. Я его стирала в машинке стиральной. Ничего с ним не стало. Немножко высоту чуть-чуть меньше стало, где-то около сантиметра. Так. И не выцветает. Если бы он был какого-то другого цвета, то пряжа, хлопок и акрил не выцветает. Это действительно такие вот хорошие достоинства. Кроме того, я сейчас вам покажу вот такую ниточку. Это тоже хлопок и акрил у нас идет. Он такой еще тоньше. Здесь у нас вообще получается 510 метров в 100 граммах. Я вязала в одну нить вот эту вот кокетку. Правда, она мне немножко залежалась. Кокетка на большой размер. Осталось мне только вот рукава, скажем, немножко оформить, потому что вот это вот вся ниточка, которая осталась. Ну, на рукава, конечно, хватит. Так, и что касается этой кокетки, вот она, видите, растягивается. Тоже хлопок с акрилом растягивается очень хорошо. И на большой размер, я думаю, где-то на 56, даже 58 он смело пойдет. Так, следующая у меня маечка связана хлопок. Это у меня смесовая пряжа, хлопок, немножко шерсти и акрила. Так, почему шерсть присутствует? Потому что, вот видите, уже есть вот катышки. Они видны, поэтому это говорит о том, что что-то есть такое шерстяное. Ну, в то же время вот такой вот узор, он дышащая такая маечка, вот такая сеточка получается. Поэтому тоже хорошо носится летом. Так, вот это вот изделие также присутствует шерсть. Была такая желтая пряжа, 100% хлопок. Я решила добавить, скажем, тоненькую ниточку шерсти. Вы знаете, вот когда я ее стираю, эта шерсть у меня всегда вылазит. Поэтому я больше так уже не делаю.
как-то мне не понравилось. Бобинная там пряжа была совсем тоненькая. Я ее добавила, и, скажем, получился вот такой меланж, но в то же время вот эти катышки есть, поэтому я использую машинку от катышек очень часто, когда ношу вот эту вот кофточку. Так, и дальше. Вот у меня остались 3 такие изделия. Они связаны из мериноса и хлопка. Сейчас вам покажу вот эту пряжу. Такие вот цвета у меня есть. Это вся бобинная пряжа. Так, хлопок меринос у меня идет 60% хлопок и 40% меринос. Ниточка 1500 метров в 100 граммах. Вот, и вот эти вот 4 у меня бобинки разного цвета. Так, это у меня вот чисто тоже бобинка, но она немножко толще. Здесь у меня получается 500 метров в 100 граммах и тоже хлопок меринос, но состав, процентное соотношение неизвестно. Так, что касается вот этой пряжи, вы знаете, хлопок меринос мне очень нравится. Очень нравится, потому что есть, скажем, блеск. И очень мягкие изделия получаются. Вот смотрите, я вам сейчас покажу вот эту маечку изумрудного цвета. Она вот на камеру передается такой блеск. И на ощупь очень-очень мягкая. Вы знаете, ну просто мягкая. Я вам сейчас покажу даже для сравнения вот такую кофточку. Она связана из кашемира с шелком. И смотрите, по, скажем, по блеску, ну, зеленую я немножко уберу, она не так, скажем, бросается для сравнения в глаза. А вот эти вот, смотрите, если присмотреться, вот такой блеск очень похожий. Вот это вот тоже меринос с хлопком. Это меринос с хлопком. А это кашемир с шелком. Тоже, конечно, очень мягкая, очень нежная. Так, ну и если немножко дешевле, скажем, хотите, потому что та пряжа дороже, а вот эта пряжа дешевле. И она тоже очень хороша. Вот такая вот маечка связана. Там как раз хватило ниточки полностью. Все, что было у меня, я ее и связала. И она растягивается. Смотрите, вот. Видите? Здесь можем носить как на размер 44, то и на 50. Причем оно красиво будет смотреться, потому что растягивается. Так, вот такая вот кофточка тоже с рукавчиками немножко. Здесь набраны петельки. И тоже красиво смотрится. И вот такая вот еще кофточка. Это тоже хлопок с мериносом. Вы знаете, очень мягкая. Такая действительно очень-очень приятная к телу. Поэтому, если кто-то еще не вязал, попробуйте. Я думаю, вам тоже понравится. Такая вот ниточка. Так, дальше идет носочная пряжа. В составе тоже есть хлопок. То есть носочная пряжа с хлопком есть. Вот смотрите, вот такая вот у нас реги. 2 моточка у меня есть вот такие вот. Здесь у нас состав 72% хлопка, 18% полиамид и 10% полиэстер. Они все такого вот секционного, скажем, окрашивания. Из такой вот пряжи конкретно вот у меня связаны носочки на широкую ногу. Здесь у меня набрано больше петель. У меня есть подробное описание носочков на полную ногу. Поэтому, если кого-то заинтересует, можете посмотреть. Они, вы знаете, очень мягкие и очень эластичные. Мне пряжа это нравится. Да, она не дешевая, но она износостойкая. Вы знаете, вот такой вот состав смесовый очень хорошо. Некоторые не любят шерсть, допустим, аллергия какая-то. Поэтому, особенно если хотите, чтобы были гипоаллергенные, то есть просто вот такая пряжа действительно вас может порадовать. Так, и еще такая носочная пряжа. У меня остаточек тоже
связаны носочки. У меня, правда, нету их в наличии вам показать. Так, Лана Гросса. Так, она тоже вот такими полосами идет. У меня, кстати, тоже есть описание носочков таких вот конкретно, поэтому тоже можете сейчас перейти по ссылочке, посмотреть, как они связаны. Просто там все подробно описываю. Осталось 28 грамм. Так, и вот такой вот моточек тоже есть. Немножко другое, скажем, расцветка. Ну, очень хороша эта ниточка. Вы знаете, она пружинит. И она одна из моих любимых пряжей именно носочных. Очень хорошая ниточка. Очень мне нравится. Поэтому, если еще кто-то не вязал, попробуйте хотя бы один раз. Так, состав у нее довольно-таки интересный. Смотрите, 40% хлопок, 25% супер вол шерсть, 20% вискоза, 8% полиамид и 7% полиэстер. Вот такой вот состав. 420 метров в 100 граммах. Так, то есть видите, даже в носочках можно смело использовать хлопковую пряжу. И такие вот еще носочки связаны. Такого виноградного, скажем, цвета. Это на мужскую ногу я связала эти носочки. Тоже рыги. Точно такая же. Вот она тянется хорошо за счет резиночки. Так. Стирается хорошо и очень носится. Как бы мужчина даже больше, наверное, любит такие вот хлопковые, чем шерстяные носочки. Еще у меня вот в запасе есть такая пряжа жемчужная пехорка. Цвет у нее персик. И что касается метража, 425 метров в 100 граммах. 50% хлопок, 50% вискоза. Вот такая вот ниточка, смотрите, она довольно-таки интересна, потому что она идет уже с блеском. Вот цвет сейчас, кстати, передается на камеру. Очень такая, знаете, шелковистая и действительно приятная на ощупь. Так? Что касается вискозы, вообще нужно отметить то, что вискоза это самый натуральный, самое натуральное из всех химических волокон. Самое натуральное. Легкая пряжа. Изделия, кстати, из нее не электризуются. Они легко стираются и быстро сохнут. Причем сохраняют такой вот внешний вид свой. Из такой пряжи летом, как говорится, прохладно, а зимой тепло. Поэтому, если кто-то еще не вязал с такой пряжей, тоже, в принципе, попробуйте. Ниточка хорошая. Вообще мне пехорка нравится. Вот эта фабрика пехорка мне нравится. Очень много пряжи. Действительно хорошая и бюджетная такая пряжа получается. Есть еще такая пряжа, называется травка. Я думаю, тоже каждый из вас слышал. Так, это вот ниточка получается вот такая она на вид. Здесь у нас другая. Сейчас я вам покажу немножко, она меньше получается. Вот, видите, она получается разный такой. Поэтому тоже это хлопок. Но я, правда, еще не вязала ни разу, поэтому как бы в планах тоже что-нибудь связать на лето. Вот такого вот цвета еще есть. Ленточная пряжа есть. То есть похожа на ленту. Вот так вот выглядит она поближе, как лента идет. А здесь у нас метраж 420 метров в 100 граммах. Можно вязать и в 2 сложения. Это стопроцентный хлопок. Называется ленточный. Так, и еще есть пряжа с пайетками. Хлопок с пайетками. Так, вот смотрите, я вам сейчас покажу, как они смотрятся очень красиво. Когда размотаешь, вот видите, на каком-то расстоянии находятся эти пайеточки. В данном случае они у меня разные. Одна поменьше, вторая вот побольше.
переливаются, они есть разного цвета. И, конечно, это отличная идея для отделки, для украшения изделия. Можно шапки, свитеры, кардиганы, даже шарфы можно также декорировать именно вот таким эффектным дополнением. То есть она такая пряжа многофункциональная. Можно использовать действительно для украшения и будет красиво смотреться. Дополнять какую-то ниточку или что-то такое отдельно декорировать часть своего вязаного изделия. Так, и я вам сегодня много, скажем так, уделяла внимание бобинной пряжи. Хочу отметить то, что с помощью вот такой вот моталки можно бобинную пряжу сматывать в несколько сложений. Эта моталка, я ее купила на Алиэкспрессе, но, вы знаете, она есть на Вайлдберрисе. Сейчас довольно-таки цена, ну, можно сказать, 1,5-2 раза даже дешевле, чем я брала на Алиэкспресс. Поэтому, если кого-то заинтересует, пользоваться ей совсем легко. Так вот наматываете, складываете, прикрепляете к столу. Здесь вот разматывается так, расстояние это. И затем несколько сложений, если вам нужно. Вот, это была у меня бобинная пряжа, я ее вот так вот смотала. У меня здесь получается 4 ниточки. Что же лучше вязать из хлопка? Пряжа из натурального хлопка гипоаллергена, как я уже сказала, поэтому наилучшим образом подходит для чувствительной и нежной детской кожи. Малыша можно связать различные кофточки, штанишки, шапочки, шарфы, пинетки, носочки, ну и, конечно, взрослым тоже. В заключение хочу все-таки сказать, что это натуральный состав хлопок, поэтому он подвержен влиянию, скажем так, живых организмов. То есть, чтобы избавиться от моли, можно просто пользоваться душистым мылом. Там, где у нас вязаное изделие или хранятся нитки, наша пряжа, можно использовать мыло или вот такие вот обмылки. Они очень душистые и отгоняют вот эти вот, скажем, противных наших живых организмов, которые нам здесь как раз не нужны. На этом у меня все. Если это вам видео было интересным, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если кто-то не подписан. И всего доброго.